Сегодня мы поговорим не о диетах и не о временных ограничениях, а о еде как о нашем верном союзнике, о топливе и о лекарстве, которое доступно каждому из нас. Часто, когда мы слышим слово «здоровое питание», нам представляются безвкусные листья салата и пресная куриная грудинка. Но это огромное заблуждение. Здоровая еда — это ярко, вкусно и очень интересно. Цель этого видео — показать вам 10 простых и полезных блюд, которые станут настоящими супергероями для вашего организма. Мы разберем, почему именно они так полезны, как их легко приготовить, и заглянем в историю, чтобы понять, почему эти продукты веками были на столе у наших предков. Первое блюдо называется овсяная каша с ягодами и орехами. Это топливо на весь день. Почему это суперблюдо? Представьте, что ваше утро — это запуск двигателя. Овсянка — это качественное, медленно горящее топливо. Она содержит сложные углеводы, которые постепенно высвобождают энергию, не вызывая резких скачков сахара в крови. Это значит, что до самого обеда вы будете сыты, полны сил и концентрации. Ингредиенты блюда. Овсяные хлопья, геркулес, источник клетчатки, которая улучшает пищеварение и работает как щетка для кишечника. Свежие или замороженные ягоды, малина, клубника — это настоящие витаминные бомбы. В них содержатся антиоксиданты, вещества, которые борются со старением наших клеток и защищают нас от болезней. Горсть орехов, грецкие, миндаль добавляют полезные жиры и белок, делая завтрак еще более сытным и питательным. Овес был одним из основных злаков в рационе славянских народов. Его ценили за сытность и способность давать силу и здоровье на весь тяжелый рабочий день. А на Руси овсяное желе и вовсе считалось лечебным напитком. Как просто приготовить? Залейте 4-5 столовых ложек овсяных хлопьев кипятком или горячим молоком, дайте настояться 5 минут. Добавьте горсть ягод и немного измельченных орехов. Вкусный и мощный заряд готов. Второе блюдо. Салат из листовой зелени с лососем. Эликсир для сердца и мозга. Это блюдо — настоящий спа-салон для ваших сосудов и мозга. Лосось, особенно дикий, богат омега-3 жирными кислотами. Это особый тип жира, который наш организм не умеет производить сам, но он жизненно необходим для снижения воспалений, здоровья сердца и остроты ума. Ингредиенты блюда. Красная рыба или другая жирная рыба, скумбрия, сельдь. Главный источник омега-3 и качественного белка. Листовая зелень, шпинат, руккола, салат айсберг. Богата фолиевой кислотой, железом и витаминами А, С и К. Оливковое масло для заправки содержит полезные мононенасыщенные жиры, которые помогают усваиваться витаминам из зелени. Авокадо, по желанию, делает салат еще более сытным и добавляет порцию полезных жиров и калия. Народы, живущие у моря, например, в Средиземноморье или на Дальнем Востоке, всегда отличались крепким здоровьем и долголетием. Секрет в регулярном употреблении жирной рыбы. А на Руси посты, во время которых ели много рыбы, были периодами очищения организма. Как просто приготовить? Приготовьте кусок лосося в духовке. Выложите его на подушку из свежих листьев салата, заправьте смесью оливкового масла и лимонного сока. Третье блюдо. Чечевичный суп. Энергия без тяжести. Чечевица — это растительный чемпион по содержанию белка и железа. Она идеально подходит для тех, кто хочет есть меньше мяса, но при этом получать все необходимые питательные вещества. Она не вызывает чувства тяжести в животе и отлично усваивается. Ингредиенты блюда. Чечевица красная или зеленая, богата клетчаткой, фолиевой кислотой и железом. Отлично насыщает. Овощи, морковь, лук, сельдерей создают насыщенный вкус бульона и добавляют витамины. Пряности, куркума, имбирь обладают противовоспалительным эффектом и укрепляют иммунитет. Чечевица была одним из основных продуктов питания в Древнем Риме и Египте. Ее ценили за питательность и способность долго храниться.
На Руси из нее варили вкуснейшие похлебки, которые были основой рациона простого народа. Как просто приготовить! Отварите чечевицу с овощами до мягкости. Можно добавить томатную пасту для кислинки. В конце взбейте суп блендером для кремовой текстуры или ешьте как похлебку. 4 блюдо – гречка с грибами и луком. Настоящий суперфуд. Гречка – наша национальная гордость и один из самых полезных злаков в мире. В ней нет глютена, зато есть рутин – вещество, укрепляющее стенки сосудов. Она богата железом и магнием, который помогает справляться со стрессом. Ингредиенты блюда – гречневая крупа, источник медленных углеводов, растительного белка и клетчатки. Грибы, шампиньоны, белые грибы – содержит витамин D, который мы обычно получаем от солнца, а также селен, мощный антиоксидант. Лук содержит кверцетин, который обладает противовоспалительными свойствами. Гречка на Руси появилась еще во времена монголо-татарского ига и с тех пор стала царицей круп. Ее уникальность в том, что она не требовательна к почве, и ее почти не поражают вредители, что позволяло выращивать экологически чистый продукт. Как просто приготовить! Отварите гречку, отдельно обжарьте на сковороде лук и грибы. Смешайте все вместе. Просто, сытно и невероятно полезно. 5 блюдо. Запеченная курица или индейка с овощами – классика силы. Это идеальный баланс белков, жиров и углеводов в одном блюде. Нежирное мясо птицы – это строительный материал для наших мышц, гормонов и клеток. А запеченные овощи – это витамины и клетчатка. Ингредиенты блюда – куриная грудка или филе индейки, легкий и диетический источник белка. Овощи – брокколи, цветная капуста, болгарский перец, морковь. При запекании их вкус становится насыщенным и сладким. Они богаты витаминами и антиоксидантами. Специи – розмарин, чеснок, паприка – улучшают обмен веществ и придают блюду средиземноморский шарм. Во всех культурах мира мясо птицы считалось диетической и лечебной пищей. Его рекомендовали ослабленным больным и выздоравливающим, так как оно легко усваивается и дает силы. Как просто приготовить? Выложите кусочки курицы и овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, посыпьте специями и отправьте в духовку на 30-40 минут до готовности. Минимум усилий, максимум пользы и вкуса. 6 блюдо. Творог с фруктами и медом, крепкие кости и не только. Творог – это главный поставщик кальция в нашем организме. Кальций нужен не только для крепких зубов и костей, но и для работы мышц и нервной системы. А в сочетании с фруктами это еще и вкусный десерт. Ингредиенты блюда – творог, лучше средней жирности 5-9%. Белок казеин усваивается медленно, обеспечивая сытость на долгие часы. Плюс тот самый кальций. Фрукты, банан, персик, яблоко или сухофрукты, изюм, курага дают быстрые углеводы для энергии и витамины. Мед – натуральный, природный подсластитель, который обладает антибактериальными свойствами. Кисломолочные продукты были основой рациона кочевых народов. На Руси творог, или, как его раньше называли, сыр, уважали за его питательность и способность долго храниться в спрессованном виде. Как просто приготовить! Просто смешайте творог с любимыми нарезанными фруктами и полейте чайной ложкой меда. Идеальный завтрак или ужин. 7 блюдо. Квашеная капуста. Пробиотик с грядки. Это блюдо – залог здоровья вашего кишечника. А здоровый кишечник – это крепкий иммунитет, хорошее настроение и чистая кожа. В процессе квашения капуста обогащается полезными бактериями, пробиотиками, которые нормализуют микрофлору. Ингредиенты блюда – капуста белокочанная. При ферментации в ней резко возрастает количество витамина С, который укрепляет иммунитет. Морковь добавляет витамин А и сладость. Соль – естественный консервант, который запускает процесс брожения. На Руси квашеная капуста была главным источником витаминов долгой зимой. Ее заготавливали осенью в больших количествах, и она спасала людей от цинги, болезни, вызванной нехваткой витамина С.
Как просто приготовить? Ешьте ее как самостоятельный салат, заправляя небольшим количеством нерафинированного подсолнечного масла и луком. 8 блюдо. Омлет со шпинатом и помидорами. Белковый заряд. Яйца– это эталонный белок, который идеально усваивается нашим организмом. В сочетании со шпинатом, богатым железом, это блюдо становится мощным стимулятором энергии и мышечного тонуса. Ингредиенты блюда. Яйца содержат холин, вещество, необходимое для здоровья мозга и печени. Шпинат– источник железа, калия и витамина К. Помидоры содержат ликопин, антиоксидант, который особенно хорошо усваивается после тепловой обработки. Яйца, как символ жизни и здоровья, присутствуют в кухнях всех народов мира. А шпинат, пришедший к нам с Востока, в Европе долгое время называли королем овощей за его полезные свойства. Как просто приготовить? Взбейте 2-3 яйца, вылейте на сковороду. Сверху выложите горсть свежего шпината и дольки помидора. Накройте крышкой и готовьте 5-7 минут. 9 блюдо. Тыквенная каша, солнечный витаминный комплекс. Тыква – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. Этот витамин отвечает за остроту зрения, здоровье кожи и иммунитет. Вкусная и сладкая каша сама по себе является полезным десертом. Состав блюда – тыква, источник бета-каротина, калия и клетчатки. Пшено или рис добавляют каше сытность и углеводы, молоко – делает текстуру нежной и добавляет кальций. Тыква была одним из основных продуктов у индейцев Северной Америки. На территорию Руси она попала в XVI веке и быстро прижилась благодаря своей неприхотливости и способности долго храниться. Как просто приготовить? Нарежьте тыкву кубиками, отварите в молоке до мягкости, добавьте крупу и варите до готовности. В конце можно добавить немного масла и сахара по вкусу. 10 блюдо. Горький шоколад с орехами. Полезное наслаждение. Да, и даже десерт может быть полезным. Речь идет о горьком шоколаде с содержанием какао не менее 70%. Он улучшает настроение, стимулирует работу мозга и защищает сердце благодаря флавонолам. Ингредиенты блюда. Горький шоколад снижает уровень плохого холестерина и улучшает кровообращение. Орехи, миндаль, фундук усиливают пользу шоколада, добавляя белок и полезные жиры. Ацтеки считали какао пищей богов и использовали их как церемониальный напиток, дающий силу и мудрость. В Европу шоколад попал как лекарство и долгое время был доступен только аристократии. Как просто приготовить? Просто отломите 2-3 дольки качественного горького шоколада и съешьте с горстью орехов. Это идеальный полдник или здоровый перекус. Как вы видите, здоровое питание – это не скучно. Это разнообразный, цветной и невероятно вкусный мир. Вам не нужно есть все из этого списка каждый день. Просто начните понемногу включать эти блюда в свой рацион. Слушайте свой организм, готовьте с любовью и выбирайте простую натуральную еду. Именно она и является тем самым волшебным эликсиром, который подарит вам энергию, здоровье и долголетие.